Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Читатели The Answer заступились за российскую фигуристку Анну Щербакову. Россия пока не определилась с третьей фигуристкой, которая поедет в Пекин для участия в Олимпиаде. Это будет либо Анна Щербакова, либо Елизавета Туктамышева, пишет The Answer. Некоторые спортсмены предлагают провести дополнительный прокат, чтобы выбрать лучшую фигуристку. Читатели японского издания возмущены, по их мнению, устраивать отбор накануне Олимпиады – это слишком жестоко. Бестемьянова отреагировала на предложение Плющенко провести дополнительный прокат. В России все внимательно следят за тем, кто же станет третьей фигуристкой от российской женской сборной по фигурному катанию, которая поедет на Олимпийские игры. Евгений Плющенко заявил о необходимости проведения проката между Анной Щербаковой, занявшей третье место на чемпионате России, и получила право поездки на первенство Европы, и Елизаветой Туктамышевой, которая заняла 7-е место и была переведена в запас. Однако одна из российских олимпийских чемпионок выдвинула новое предложение. По итогам чемпионата России Плющенко выразил мнение о необходимости проката. В качестве причин он назвал плохую форму Щербаковой в последнее время и высокое качество выступления Туктамышевой. Как сообщается, Наталья Бестемьянова, получившая золотую медаль по танцам на льду на Олимпиаде 1988 года в Калгари, выразила мнение, что если Щербакова выступит на чемпионате Европы так же плохо, как на российском первенстве, то ее нужно заменить. Каждый из спортсменов и специалистов в фигурном катании имеет право на собственное мнение. Женя Плющенко – это очень уважаемый человек, двукратный олимпийский чемпион и имеет полное право высказывать свою точку зрения. Мне странно, что реакция на его слова звучит у всех в таком ироничном стиле. Это просто неприлично в отношении людей, которые так много сделали для нашего фигурного катания, подчеркнула Бестемьянова, реагируя на волну критики, поднимающуюся в России в отношении заслуженного фигуриста. При этом она выразила негативное отношение к организации проката, устраивать прокаты девочкам, которые только что так выложились на чемпионате России и практически через неделю после Нового года выступят на чемпионате Европы. Наверное, это по меньшей мере будет издевательством над девушками. Нужно смотреть по результатам на чемпионате Европы. Если Аня Щербакова, даже заняв третье место на чемпионате Европы, выступит так, как на чемпионате России, то надо что-то делать и менять ее. То есть, по ее мнению, следует рассматривать возможность замены Щербаковой на Туктамышеву по результатам выступления на предстоящих соревнованиях. Чемпионат России выиграла 15-летняя Камила Валиева. Вместе с Александрой Трусовой, занявшей второе место, они квалифицировались на чемпионат Европы и получили место на Олимпийских играх в Пекине. Остается единственный вопрос теперь, кто получит третью путевку. Женская сборная России настолько сильна, что даже 4 или 5 мест будет недостаточно. По прогнозам, российские спортсменки займут весь пьедестал на Пекинской Олимпиаде, однако неожиданно возникли проблемы с подбором фигуристок. Комментарии японских читателей. Жаль, что Щербаковой приходится выслушивать такое. Она дала результат на Гран-при, хотя была не в форме, а Туктамышева на чемпионате России выступила не идеально. Если Щербакова не заставит критиков замолчать, прекрасно выступив на чемпионате Европы, эта полемика будет продолжаться вплоть до Олимпийских игр. Туктамышева хороша в прыжках, но исполнение у нее не на очень высоком уровне, на мой любительский взгляд. Кого бы от России не взяли третьей на Олимпиаду, у Японии шансов на победу нет. Возможно, Россия даже возьмет золото, серебро и бронзу. Это слишком жестоко, надо уважать спортсменов, которые показывают результат, у Щербаковой оценки лучше, чем у Туктамышевой. Нельзя так поступать с теми, кому еще даже нет 20 лет. Щербакова раньше побеждала Валиеву, поэтому это нормально, что выбрали ее. Я думаю, что у нее более высокий уровень, чем у Туктамышевой. Требовать от Щербаковой и Туктамышевой показывать лучшие результаты на всех соревнованиях накануне Олимпиады – это слишком жестоко. Почему не признают Щербакову, которая поднялась на пьедестал, несмотря на не очень хорошую форму?
Что касается Туктамышевой, то ей необходимо добавить хотя бы один четверной прыжок, чтобы злопыхатели замолчали. Беспокоит, что она не показала все свои возможности на российском чемпионате, но я болею за нее. Чтобы было честно, за третью путевку должны бороться спортсменки, которые заняли на российском первенстве место с 3 по 7. Но почему-то 4, 5 и 6 место не берут в расчет, все из-за возраста. Единственный способ определить, кто поедет на Олимпиаду, это чемпионат Европы.